Привет, друзья! Сегодня предлагаю испечь вкуснейшее печенье. В нем идеально сочетаются творожно-песочное тесто и кисленькая клюквенная начинка с корицей и орешками. Сначала готовлю тесто. В миску кладу творог, добавляю желток, сахар и хорошо все перемешиваю. Творожная масса готова, потом ее добавим к сухим ингредиентам. В отдельную посуду всыпаю просеянную муку, добавляю разрыхлитель, сухую цедру апельсина, конечно, можно взять и свежую цедру апельсина или лимона. Сюда же добавляю по щепотке соли и ванилина. Все перемешиваю. Кладу холодное сливочное масло и перемешиваю руками до мелкой крошки. И теперь сюда добавляю творожную массу. Замешиваю тесто. Такое творожно-песочное тесто долго вымешивать не нужно. Как только все ингредиенты собираются в один шар, тесто готово. Тесто кладу в пакет и убираю в холодильник на полчаса. Готовлю начинку. В миску всыпаю замороженную клюкву, добавляю сахар. Ставлю сотейник на плиту, включаю небольшой огонь и при постоянном помешивании провариваю смесь до загустения минут 10-15. Хочу сказать, что для начинки подойдут абсолютно любые ягоды. В конце добавляю 1 чайную ложку крахмала, перемешиваю и выключаю огонь. Добавляю корицу и блендером буквально в течение 5-10 секунд перемешиваю массу. Начинка готова, ей необходимо дать остыть. Также для начинки потребуются орешки, их я измельчаю на небольшие кусочки. Достаю тесто из холодильника и делю на 2 равные части. Каждую часть раскатываю в небольшой прямоугольный пласт толщиной примерно 4 мм. Смазываю половиной начинки. Посыпаю измельченными орешками. И сворачиваю в рулет. Закручиваю рулетик в пакет и убираю в морозильник на 30 минут. Все те же действия повторяю со второй частью теста. Раскатываю, смазываю начинкой, посыпаю орешками, сворачиваю в рулет и также убираю в морозильник на полчаса. После охлаждения теста достаю. Совсем немного присыпаю мукой и острым ножом нарезаю на кусочки шириной примерно 1–1,5 см.
Перекладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Затем достаю из морозильника второй рулет и также нарезаю его на небольшие кусочки. Завитушки смазываю оставшимся белком и затем выпекаю в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут. Достаю из духовки и посыпаю сахарной пудрой. Печенье получается действительно очень вкусным. Оно никого не оставит равнодушным. Друзья, удачной вам выпечки, всех благ вам, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.